Всем привет! В этом видео я покажу, как создать такой эффект. Делаю я это по просьбе подписчиков. Чтобы создать этот эффект, понадобится сделать несколько моделей, текстур и шейдеров. И начну, наверное, с моделей. В этом эффекте используются три модели. И вот эти две модели, они одинаковые, просто с разной UV-разверткой. Первая модель используется для вот такого вот воздуха, который исходит от персонажа. Вторая модель используется для самого луча. Это цилиндр, который заужен в основании. И третья модель — это модель обрезанной сферы. Сейчас я покажу, как создать вот эти модели в блендере. Для первой модели создаем цилиндр, выбираем носинг, чтобы не было сторон сверху и снизу. Ставим галочку Generate UV, чтобы UV-разверка создалась автоматически. Переходим в вкладку Tools и выбираем Shading Smooth. Это будет нужно сделать для всех моделей. Потом поворачиваем на 90 градусов, Rotate X минус 90. Далее переходим в режим редактирования и переносим эту модель на 1 единицу вправо. Далее нужно выделить боковую сторону и вытянуть эту модель где-то на 15 метров. Теперь с помощью комбинации клавиш Ctrl-R разделяем эту модель на 5 частей, на 6. И чем ближе к основанию, тем больше нужно сделать разрезов. И далее просто редактируем модель вручную. Эту часть видео я уже записываю отдельно, потому что забыл сказать, что эту модель нужно сделать в двух вариантах, с ровной и кривой UV-развертками. Косая развертка делается для главного луча эффекта, чтобы он был закругленным. Для этого нужно включить пропорциональное редактирование, выбрать режим линейный и просто перетянуть на одну из сторон. Создание следующей модели нужно начать со сферы. Обязательно нужно поставить галочку в сфере Generate UV. И потом перейти в вкладку Tools и поставить Shading Smooth. Далее переходим в режим редактирования. Нажимаем кнопочку Z и отрезаем нижнюю часть сферы, так как она не нужна. Далее выделяем модель и переносим ее так, чтобы верх оказался в центре координат. Далее нужно перейти в раздел UV-разертки и выровнять эту UV-разертку по Y координатам. Вот. Вторая модель создана, и осталось создать модель для ветра, который исходит из персонажа. Для этого также создаем модель цилиндра. Оставляем те же самые настройки. Далее переходим в Tools и также ставим Shading Smooth. Далее переходим в режим редактирования и поднимаем эту модель вверх. Потом выделяем верхнюю грань и смещаем ее вниз и также увеличиваем размер. Еще можно поделить модель на несколько частей, чтобы текстура ложилась ровнее. UV-развертка, вот как видите, создалась автоматически. Осталось сохранить все модели. Для этого переходим в файл, экспорт, FBX. Обязательно нужно поставить галочку здесь и применить ко всем моделям, чтобы размер всех моделей Unity был единичка. Теперь перейдем к рисованию текстур. Вот такую окраску лучу придает вот такой вот шум, такая текстура шума. А для вот этих трейлов
я использую вот такую вот текстуру. Также текстура шума используется для вот этого черного дыма. И еще я использую вот такой вот шум для вот таких вот лучей. И сейчас я покажу, как нарисовать такие текстуры в фотошопе. И начну я с такой текстуры шума. Чтобы ее создать, нужно сделать в файле новый слой, выбрать черный цвет, заливку и залить черным цветом. Потом делаем фильтр, Render Clouds. Потом переходим в фильтр Other Minimum. И вот получилась вот такая вот текстура шума. Но эта текстура не бесшовная, поэтому ее нужно сместить с помощью офсета. Выбираем лассо и обводим вот эти неровные края. Потом нажимаем Shift F5, и текстура становится бесшовной. Потом также смещаем с помощью офсета, и осталось закрасить вот эти два неровные участки. Также Shift F5 и Shift F5. Чтобы создать вот такую вот текстуру шума, для этого просто с уже готовой текстуры копируем ее и выбираем фильтр Posterize. Где-то нужно 6 уровней, возможно, даже 7. Потом создаем новый слой, выбираем белый цвет и делаем заливку. И делаем его, этот слой, немножко прозрачным. И объединяем с текстурой шума, чтобы в некоторых местах текстура была не полностью черной, а была сероватой. Так, какие там еще текстуры есть? Я не буду показывать, как создать простые текстуры, круга или градиент, а буду показывать, как создать только сложные текстуры. Допустим, вот такая вот текстура. Она создается тоже довольно-таки легко. Нужно просто выбрать квадрат и сделать где-то 3 такие линии. Копируем еще 2 раза с помощью комбинации клавиш Ctrl-J и объединяем вот эти слои. Далее выбираем инструмент для размазывания, и можно мазать, в принципе, как вздумается. Желательно, чтобы черного цвета было побольше. После того, как вы все сделаете, нужно перейти в фильтр Other Offset и сместить текстуру, чтобы размазать ее на швах, для того, чтобы она стала бесшовной. Текстура готова, и осталось сделать то же самое на краях. Для этого просто копируем текстуру, выбираем фильтр, Offset, и уже не сверху вниз смещаем, а слева направо. Потом выбираем ластик и стираем то, что по центру. Все, текстура готова. Еще есть вот такая вот текстура полукруг. Она тоже делается довольно-таки легко. Для этого создаем новый слой, создаем эллипс. После того, как вы выставили этот круг в нужном положении, нужно сделать размытие. Выбираем фильтр, блюр, гауссовый шум.
Потом выбираем ластик и стираем по краям. После чего копируем этот слой и смещаем. Обычными шейдерами для материалов такого эффекта не добиться, поэтому я использую свои собственные шейдеры. Например, вот такой. Тут прозрачность регулируется с помощью вот этой текстуры шума, которую я показывал, как сделать ранее. И чтобы на конце текстуры она, то есть, становилась более прозрачной, я использую вот эту карту градиента. Без градиента она будет вот такая вот. Для трейлов я просто использую обычный шейдер. Хоть у меня тут свой шейдер, я могу поменять на обычный Particle Additive, и будет, в принципе, все то же самое. Итак, как сделаны эти шейдеры? Допустим, первый шейдер, который я использую для луча, называется он Blend to Sides, и сделан он следующим образом. Текстура, которая нужна для прозрачности, она не зависит от текстуры, которая нужна, то есть для главной текстуры, которая передает цвет. Допустим, если я выберу вот такую текстуру, прозрачность не поменяется. Также я сделал возможность, чтобы текстура могла двигаться. Сейчас включу Play Mode. Вот как-то так. Сделано это следующим образом. То есть я добавил такую возможность как для главной текстуры, так и для текстуры прозрачности. Я просто беру свойство Float 4. Вот оно, как вы видите. Далее все это объединяю, то есть первые два значения и последние два значения в append. Это float, два значения в скрипте. Далее перемножаю со временем и добавляю это все в UV-координаты. То есть добавляю UV-координаты в текстуру. То же самое я делаю и с шумом. Вот это, как сказать, значение V — это значение, которое используется в системе частиц в Custom Data. То есть я подключаю Custom Data следующим образом. То есть изначально оно отключено. Я включаю Custom Vertex Stream, нажимаю плюсик, Custom XY. И с помощью значения X я могу менять прозрачность этого материала. То есть могу вам сейчас вот показать. Вот если значение единичка, если я меняю значение материала, изменяется и прозрачность. Это уже слишком мало. Вот. Примерно вот так. И это значение можно по желанию отключить или включить с помощью переключателя. Вот пример. Уберу, наверное, вот эту текстуру, чтобы не мешало. Также я добавил возможность менять цвет обратной стороне. Делается это с помощью лерпа. И в альфу лерпа я подключаю вот такую вот группу нодов, чтобы с разных сторон были разные цвета. Допустим, вот можно поменять цвет для задней стороны. Также я еще добавил Fresnel. Это свечение по углам. То есть тоже можно менять цвет. Так, выключу. Реализовано вот оно следующим образом в шейдере. И добавляю это все в Emission. И я добавляю значение второй текстуры и третьей не в Opacity, а в Opacity Mask. То есть если я добавлю Opacity, прозрачность будет уже немного другая. Это будет просто обычная прозрачность. А нужно, чтобы шейдер как бы, то есть отрезал углы этой текстуры.
Также я использую второй шейдер. Второй шейдер просто самый обычный. Тут также я использую движение текстуры. Кстати, вот это не нужно, это можно просто удалить. И также я использую буфер глубины. Вот, он, собственно, сделан. Нод, который нужен для буфера глубины. Обязательно нужно добавить это значение в glamp. И добавляю потом альфу. Это нужно только по одной причине. Без буфера глубины вот эти лучи в месте соприкосновения с землей, они будут слишком твердые, если включить буфер глубины. Вот, как-то так. То есть это делает текстуру мягче. Работа так же самая, как и Soft Particles Factor в обычном шейдере. Я не буду показывать, как создать этот эффект с нуля, потому что это может затянуться на несколько часов. И поэтому я покажу, из чего этот эффект состоит, из каких частей. Отключу пока все остальные части, начну с самой первой. Это ветер, который образуется под игроком, под моделькой. Сделан он с помощью шейдера, которого я показывал, как создать ранее. И я использую также Custom Vertex Extreme и Custom Data. Как вы могли понять, по этому значению изначально дым прозрачный, потом максимум непрозрачный и в конце становится также прозрачным. То есть если будет вот так, дым не будет меняться. Также я изменяю размер со временем. Без этого он будет статичен и некрасивый. Я выпускаю всего 12 частиц через каждые 0,15 секунд. Вторая часть эффекта — это частицы, которые собираются в центре. Я использую форму круга. Radius Thickness поставил на 0, чтобы они появлялись только на краях вот этой сферы. Emission 145 частиц через каждую 0, через каждую сотую секунды. И Render Stretched Billboard. Length Scale 8. Материал использую стандартный, это просто обычный круг. То есть, как я сказал, стандартный, я использую свой материал. Можно даже поменять, и будет то же самое. То есть на стандартный аддитив материал. Они летят в центр, потому что скорость выставлена, наверное, на минус 9. Ну и lifetime 0.35, время жизни. Дальше ядро. Вот эта сфера. Это просто текстура точки с размытием по Гауссу, которая изменяет размер со временем. То есть без этого она просто будет вот такая вот статическая. Состоит это всего из одной частицы, которая живет 2 секунды. Дальше лучи. Сделаны они следующим образом. В рендер я добавляю вот такую вот текстуру трейла. Render Mode Stretched Billboard, чтобы они вытягивались. И обязательно, когда вы используете вот этот мод, не просто Billboard, нужно выставить скорость на минус какое-то значение. Потому что без этого частицы просто не будут отображаться. Также я изменяю цвет со временем. То есть в середине жизни они менее непрозрачные. И также я изменяю размер со временем. То есть изначально они меньше, чем надо. Если я отключу эти два параметра, лучи будут появляться и исчезать слишком резко. Далее идет сам луч. Луч сделан с помощью модели цилиндра, которая вот скручена в основании. И я использую шейдер, который создал ранее.
Цвет изменяет. Я сейчас включу скорость. Цвет придает главная текстура шума. Без нее это будет ужасно выглядеть. И вот тут я отрезаю текстуру с помощью градиента. Также это все я использую в custom дате. В конце я делаю исчезновение этого луча. И в начале я изменяю размер самого луча. То есть вначале он плавно появляется. Вот как-то так. И я также добавил немножко кручения. Вот, чтобы он вращался немного. Это всего одна частица. И вот такие вот размеры я и выставил. Так, поставлю все, как и было. Далее вместе с ядром я использую вот такой вот как бы дым мультяшный. Настройки все те же самые, что у ядра, только другой материал без главной текстуры и просто черный цвет, который я выставил здесь. Ну и размер, само собой, немного больше. Также идет лучи. В принципе, эта часть не нужная. Вот. Оранжевые лучи. Сделаны они следующим образом. Просто текстура полусферы. И она просто вращается. То есть вот. Вращение сделано с помощью вкладки Rotation over Lifetime. Размер также со временем увеличивается, и цвет в конце становится полностью прозрачным. Так же само одна частица. Далее идет вот такой вот эффект. То есть эффект такого воздуха, который обтекает вокруг персонажа. Тут я использую модель полусферы. И вот такой вот материал, который я показывал, как сделать ранее. Фишка заключается в том, что нужно выставить тайлинг текстуры вот примерно вот такой 0.2. Просто если выставить 1 и 1, будет нечто другое, не то, что нужно. Далее идет вот такая вот часть эффекта. Это уже круги, которые исходят от луча и также огибают героя. Сделаны они следующим образом. Простое движение текстуры, и также размер со временем изменяется. Вот пример. Если убрать вот галочку Size over Lifetime, будет не очень красиво. Каждый раз появляется одна частица, которая живет полсекунды. Ну и также цвет в начале и в конце, то есть вот этот эффект становится прозрачным. Далее идут вот такие вот частицы. Они также сделаны с шейдера, который используется и в дыме, и в лазере. Я спамлю 8 частиц, и с помощью вкладки Shape Con я делаю так, чтобы они появлялись то есть, на ровных позициях. То есть не случайно, а burst spread ставлю. Также размер со временем, то есть в начале самый маленький, потом увеличится, и в конце снова становится размер этих частиц маленький. Также я использую вторые частицы. Эти частицы я уже, то есть текстуру для этих частиц я нарисовал вручную. Вот такую небольшую анимацию.
Анимация реализуется с помощью вкладки Texture Sheet Animation и Render Stretched Billboard. Ну, то же самое и в части Derivative Splash. Вот такая вот форма полукруга. И я делаю случайное появление от 1 до 2 частиц каждые 1/100 секунды. Самая главная часть вот этого луча — это вот такое ядро, которое как бы демонстрирует мощь этого выстрела. Ядро сделано с помощью размытой текстуры точки, которая со временем уменьшается. И когда время жизни луча подходит к концу, она также исчезает. Это всего одна частица. И последняя часть эффекта — это вот такая вот вспышка, когда начинается луч. Сделана она следующим образом. Это просто billboard частица. Максимальный размер частицы обязательно поставить нужно, то есть изначально он стоит 0,5, но нужно поставить 8, чтобы при приближении камеры частица не отдалялась. Ну или можно больше, чем 8 поставить. Также размер со временем увеличивается, и частица становится прозрачной. Без этого будет выглядеть вот как-то так некрасиво. Ну и это всего одна частица. В общем, на этом все. Еще вам хотел показать, как этот эффект выглядит без постпроцесса Блума. В принципе, не так уж и красиво, поэтому я использую Bloom. Спасибо за просмотр, и если вы воссоздаете эффект по моему туториалу, буду рад посмотреть, что у вас вышло, так что скидывайте ссылки на свои работы под видео. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Ну и пока.